Всем привет, вы на канале Default Gamer, и сегодня мы разберем айсберг по Амори. Амори — это психологический хоррор, затрагивающий такие темы, как принятие, работа над собой и, конечно же, дружба. После того, как я прошел игру в третий раз, я решил, что надо что-то делать со всей этой информацией, что накопилось в моей голове, и выложить эти компиляции вот в таком виде. Я не собираюсь рассказывать сюжет, а иначе ролик затянется на 50 часов, поэтому смотрите на свой страх и риск. Я все сказал. Из-за того, что я, очевидно, не все могу знать, а фейки в интернетах караются гневными комментами от умных юзеров, слева сверху будут гекторы. Чем больше я уверен в правоте факта, тем больше гекторов будет. 5 это максимум. Айсберг не мой, нашел в интернетах, геймплей не мой, нашел в интернетах, ссылка на геймплей в описании. Белое пространство — это место, куда Санни убегает от реальности, во время сна. Он его создал, чтобы не думать о смерти Мари и быть в полной безопасности. Со временем он откроет для себя огромный красочный мир снов, однако его основа так и остается белым пространством. Тут находятся несколько базовых предметов для существования, а также черная лампочка, которая символизирует побег от реальности. Омукет — это псевдоним главного директора одноименной компании, который специализируется на одежде, игрушках, видеоиграх и прочем, и прочем. По сути, именно эти ребята создали Амори. Несмотря на то, что игра была выпущена аж в 2020 году, первый трейлер появился в 2014. Из трейлера невозможно понять, о чем будет игра, но выглядит он весьма крипово и психоделично. Вначале мы видим Амори в белом пространстве, после чего он замечает дверь. Мы видим следующую надпись. На самом деле мир, в котором так много отвлекающих факторов, просто отстой. После чего на торте появляются свечки. И под звук гудка нам представляют все, что нас ждет в этой игре. Судя по трейлеру, ничего хорошего. После кошмара эпилептика мы видим пару надписей, которые намекают на сюжет. Но опять же, это можно расценивать просто как намеки. Кто знает, может 10 лет назад идея игры была совсем другой. Тем не менее, впечатляет, что над игрой работали 6 лет, а главное, что завершили долгострой. Бо Эн — это композитор и музыкант, который написал одну из заглавных песен к игре. Песню My Time, которая играет в трейлере и в плохой концовке. Если верить Genius'у, то это песня о бессоннице и о стрессе, вызванном от нее. Она была написана до трейлера Амори и является самостоятельной композицией, но подходит по контексту, особенно когда Санни прыгает с крыши. Спокойной ночи. Самая известная концовка в игре. Как и плохая концовка, она входит в так называемый Route Санни, путь настоящего мира. Для того, чтобы ее достичь, нам надо открыть дверь Келлу и не сдаться при битве с Амори. После битвы мы увидим, как Санни вместе с Мари выступают на концерте. Потом нам предстоит смотреть слезопускающий мультик, в конце которого мы очутимся в больнице. В нашем окружении будут цветы, всех тех, кому мы помогали во время дня, а также дверь выхода, в которую мы выходим. В конце коридора мы встретим наших друзей из мира сна, которые побегут наверх, и силуэт Безила, который пойдет вниз. Наверху тупик, поэтому идем вниз. И видим Безила, лежащего в палате, в окружении друзей. И тут, наконец-то, Санни решает признаться друзьям, что он натворил. В случае, если вы поливали цветы Безила, то откроется катсцена, где Санни видит Безила с открытыми глазами. Позади Санни виднеется его страх, а позади Безила его. Через несколько мгновений они пропадают. Они приняли истину. В целом, чтобы ее достичь, надо сделать ровно то же, что и для хорошей концовки, с отличием в том, что надо проиграть файт с Амори. После проигрыша мы очутимся в больнице, с одной единственной дверью, ведущую на крышу. Думаю, вы сами догадываетесь, что сделает главный герой. Туда можно попасть в случае, если вы открыли дверь Келлу, только если вы гаденыш и не поможете Безилу. Вы пойдете спать и сразу проснетесь, в том же месте ночью. Выйдя наверх, вы увидите, как все друзья плачут и не понимают, зачем он это сделал.
Да, его больше нет с нами, лишь его страх обвивает его. Далее мы идем к тебе домой, досыпать, и увидим на ступеньках еще одного Санни, только с красными глазами, который пойдет к нам в комнату. Над нашей кровати волосы Мари, и мы идем спать. В белом пространстве следуем примеру Безева и просыпаемся. Отсюда мы идем к машине мамы. Наш страх следует за нами. Есть немного другой вариант, в котором мы пойдем на кухню и забираем оттуда нож. В таком случае Санни больше не проснется. В случае, если вы не открыли дверь Келлу, Санни не будет выходить из дома и будет заниматься списком дел от мамули, так и не увидев своих друзей вне мира снов. После черного пространства у вас будет еще один полноценный день в мире снов, где вы сможете узнать, что произошло дальше. На самом деле, намного больше, чем я думал. В нашем походе в черном пространстве, в самом конце, мы увидим церковь, в которой висит Безил. В хорошей концовке после диалога Безил проваливается в пустоту, после чего Амори уверенно уходит на трон из рук. В этом же варианте мы спасаем Безила, но сзади к нам подходит силуэт Безила и начинает нас осуждать, вследствие чего пустота, к которой был прикован Безил, начинает гнаться за нами. То есть Амори не сам туда идет, а оно само к нему идет. После этого эпизода мы видим, как Санни в ужасе видит полупроглоченный силуэт Безила, который его осуждает за непринятие правды. И между ними начинается битва, в которой Санни выходит победителем. Ковыляя, Санни попадает в красное пространство, где видит Амори на троне из красных рук. Амори встает с него и видит силуэт, который говорит нам о том, что он сдался. Находясь в пасти тьмы, он уже принимает наш путь эскапизма и решает не вмешиваться. Амори просыпается в церкви, где вместе с Безилом мы бродим по странным пространствам на красных руках. В конце мы видим комнату из 6 кроватей, где спят все наши друзья. Безил тоже ложится спать, а желтый кот советует и нам пойти спать. Что ж, начинается еще один день, где мы страдаем ерундой, а потом снова день в мире снов. А что там нового? Мистер Хангри Шарк обанкротился, душечки ведьм на свободе, космопарень заледенел и в депрессии, а Плутон скорешился с землей и хочет надавать нам люлей. В обычном прохождении нам нет смысла гоняться за всеми клавишами, в то время как здесь нам это надо. Найдя последнюю, игра вылетит, а мы найдем новую секретную локацию – пустоту. Там нас встречают много морских обитателей, а в самом конце будет портал на самое дно, где будет лежать Абби, которая просит простить ее, и которая не может вспомнить правду. Кстати, она мне внешне кого-то напоминает, но об этом позже. После победы над ней и ее пощады, она нам скажет, что оставила щупальца в мире, что повыше. Да-да, вот их смысл, вот зачем они есть. Да, я понял. И там хранятся самые сильные оружия в игре. Посмотрев на компьютер в белом пространстве после пары приключений, мы попадем в черное пространство 2, которое является копией первой части, но еще более больное и глючное. Там много всякого трешака с намеками на сюжет, но это все не обязательно. Закончить день можно в любой момент, пырнув себя в белом пространстве. Мы просимся ночью и будем ходить по дому со страхом за нами. Тут у нас несколько вариантов закончить игру. Пырнуть себя в реальности, пойти спать и уехать утром. Оба варианта говорят, что Санни так и не принял себя и будет вечно жить с мыслью, что это он убил Мари. Или же не будет жить. Хикикамори — это явление, когда человек, чаще всего подросток или молодой человек, отказывается от социальной активности и изолируется от внешнего мира на длительный срок. Проще говоря, хика, dead inside, социопат и тому подобное. Амори как раз является таким, потому что он изолирован от внешнего мира и погрузился в свой мир фантазий. А еще Санни на всю жизнь запомнит пианино Мари, которое от фирмы Амори. Как вы поняли, имя Амори подходит в обоих контекстах. Как я упомянул ранее, Амакет занимается плюшевыми игрушками по Амори в том числе. Стоят они много. Но если вы богаты, то можете купить себе Растократа, потому что всех остальных героев давно раскупили. Блин. Да, по игре Амори действительно много мемов. Эти физиономии персонажей во время битвы самые популярные, на мой взгляд. Есть еще мемы про ступеньки в квартире, мол, это смертельно, хо-хо-хо. И еще много шаблонов. Короче, мне нравится. Не кринж. Лайк. Кео не является танком. Он славится бафами друзей и средней атакой. К тому же он первый учится бить всех врагов. Однако есть одна тактика, которая делает его непобедимым. Берем скиллы игра мышцами и беги хватай, а также кофе.
Флексим формами, на следующем ходу даем ускоряющее кофе. И та-дам! Беги, хватай, очень сильно бьет. Помимо классического экрана загрузки, в игре присутствует еще несколько. Амори будет в темноте, если вы в черном пространстве. Сани будет в красноте, если вы в красном пространстве, то есть после черного пространства. Сани будет на крыше при хорошей концовке, а не будет его там же при плохой. В комьюнити существует неприязнь к Бэзилу из-за его идиотского поступка и помощью Сани по Мари. В компании друзей Хиро и Мари были самыми старшими, что возлагало на них ответственность за детьми помладше. Со временем они сблизились и начали флиртовать друг другу. Они любили друг друга. Нигде не подтверждено, что они состояли в романтических отношениях, но это не имеет значения. Мари уже в лучшем мире. Но фанатов ничего не остановит, они могут что угодно. Ужас. Да, в айсберге речь идет о шипе между ними, но я не хочу в это лезть. Как и почти в каждой хоть сколько-то популярной игре, существуют токсичные люди, которые портят фандом. Амори не стал исключением. Из-за того, что в игре довольно много секретов, пасхалок и скрытых механик, некоторые комментаторы взрываются на летсплейщиков, которые что-то посмели упустить. В ином случае они будут писать спойлеры о некоторых аспектах игры и о концовках, что может полностью испортить настроение всем тем, кто не играли. Куплено в бегом Human Moment. Но опять же, я считаю, что это просто малое количество. В целом фандом игры очень хороший. Вот моды делают, молодцы ребята. Название темы в Твиттере а-ля Икса, где люди обсуждают игру, а также доказательства того, что фандом жив. В белом и черных пространствах встречаются красные руки, которые телепортируют Амори обратно в первую комнату. В конце игры Амори садится на трон из красных рук, и они словно начинают ему подчиняться. Красные руки символизируют побег Сани от реальности и являются неким защитным механизмом от... Дуэт Сани и Мари, который, увы, не состоялся. Также это название самого душещипящего саундтрека во всей игре. Покойся с миром, Мари. Ютубер, которому очень понравилась эта игра, и он посвятил ей весь свой канал. Что это делает в айсберге? Я не знаю. Если вы знаете, отпишитесь в комментариях. Спасибо. Возможно, вы видели вот эту красинку. Так вот, это так называемый мем под названием Amori Drip. Не путай с человым парнем. Ля, какой моднявый малый. Так он еще и биты пишет. Пример для подражания, 100%. Омакет не дура и добавила в консольной версии новый контент, дабы для тех, кто уже прошел игру, будет повод купить ее снова. Итак, что у нас по-новому? Из-за того, что разрешение поменялось, появились задники, которые можно поменять в меню. После того, как вы получите чек на 1 000 000 гребешков в руте одиночки, Хиро получит новый деловой костюм с галстуком. Надев его, галстук начнет сводить его с ума, и он станет неконтролируемым. Потом начнется новая битва втроем против Хиро. Не могу сказать ничего о ее сложности, но наверняка Хиро, как обычно, только хилит. В босс-раше мы сейчас можем воевать за Бэзила, что раньше не представляло возможным. Вместе с этим появятся новые битвы, со всеми друзьями вместе, и с Мари. Да, как оказалось, это не мод, это канон. Было добавлено 6 новых фото для фотоальбома в мире снов. Их описание на ваших экранах. Эх, ну куда же без этого? А еще он, кстати, убийца, пидор, суетник, дебил, расист, дентист и... Как и большинство популярных игр, Амори была разработана не за спасибо, а за доллары, через так называемый Kickstarter. На странице в Kickstarter можно увидеть тот самый первый трейлер, краткое описание игры, скриншоты из невышедших наработок, мерч и прочее, и прочее. Начальная цель была в 22 тысячи. Собрали по итогу 200 тысяч.
Я не совсем понимаю, что автор подразумевал под лейтмотивом, но в Аморе действительно много повторяющихся мелодий с немного измененным темпом. Чувак собрал на 40 минут таких повторов. Ну а если выбирать основную композицию за весь сюжет, то это однозначно игра на пианино, а в дальнейшем и скрипки Санни и Мари. Каждое прохождение Амори слегка отличается от другого. Причина этому счетчик ВТФ. В момент, когда вы впервые выйдете из пня, ваш счетчик фиксируется на случайном числе от 1 до 12. Чем выше, тем больше случайных событий. Сейчас перечислю непосредственно события. Скример вот в этой комнате, висящее тело в тайном лесу, таракан в замке душечки, роумин, страшная Мари на кровати, только если вы открыли ей дверь, нечто в телескопе, синяя девочка у пляжа, силуэт Бейзила в заброшенном доме в озере, секретный арбуз в снежной долине, который вас очень боится, арфа-пчела в комнате побега от кота в Хамфри, силуэт бабушки Бейзила у маяка, крутящийся осьминог, Хамфри использует матное слово, призраки друзей при переезде. Узнать ваш уровень ВТФ можно благодаря Тиффани в последнем шансе. Она будет давать энное количество гребешков в зависимости от вашего уровня ВТФ. В Аморе существуют зеркала, которые особо ничего из себя не представляют, но дают нам посмотреть на более детализированных героев. Обычно там просто Амори и его друзья, или же Санни, но порой там бывают жуткие вещи. В мире снов существует 5% шанс скримера, но только после победы над Сигма Плутоном. В реальном же мире они сплошь и рядом, и вы точно видели хотя бы один из них. Я о нем уже упоминал, когда рассказывал о пути одиночки. Вкратце, это секретная локация, похожая на черное пространство, которая открыта только в пути одиночки, и в случае, если вы вернетесь и соберете появившиеся там 3 листа нот. Вам надо будет вернуться в потерянную библиотеку, вернуть листы в комнату с пианино и снова сразиться с 3 своими страхами, после чего возвращаемся в белое пространство и смотрим в компьютер. Та-да, вы в черном пространстве 2. Также вы можете косвенно туда попасть в пути Санни, если в черном пространстве вы решите поплавать с Бейзилом на этом плоту 4 раза. На 4-й раз вы попадете в комнату из темного пространства 2. Или же вы можете подождать в комнате со сломанным полом 143 секунды. Вам дадут вариант прыгнуть в пустоту и там уже очутиться в темном пространстве 2. Стоит отметить, что те комнаты, куда вы можете попасть, это не просто комнаты, а целые лабиринты с несколькими очень странными комнатами. Ниже в айсберге буду говорить о них конкретнее. С точки зрения сюжета я не могу быть уверенным, так как автор пояснил, что первое черное пространство это подсознание, а второе это лишь догадки. Судя по тому, что мы там видим, черное пространство 2 это уже не мысли Сани в подсознании, это страхи Сани в подсознании. Весь его неизменный ужас. Но, опять же, это не точно. Боже упаси, это шип Сани и Обри, ну хоть это не так глубоко, дальше будет хуже. Боже упаси, это шип Сани и Кева, ну хоть это не так глубоко, дальше будет хуже. Или нет? В последнем шансе, когда Хиро становится новой эволюцией акул, под портретом видно, что действие сна происходит в 90-х. А судя по тому, что в реальном мире есть тамагочи камней, то действие реального мира происходит в начале 2000-х. Фраза, которую один из Хамфри может сказать, если ваш ВТФ уровень 12 и выше. Я, кстати, с ним полностью согласен. Если вы пойдете вправо в одном из ответвлений в лесе светлячков, вы попадете в затерянный лес, секретную локацию, созданную из лабиринтов. В каждой комнате вас будет ждать загадочная сущность – Папа Длинные Ноги, который будет говорить о природе вещей, теряться в этом лесу. Это правило относится и к людям, поэтому Амори сюда и попал. Кроме того, он упоминает, что в этом лесу был Бейзил, а потом ушел в тьму. В случае, если вы пройдете лабиринт, то в последней комнате он будет ждать вас у костра и начнет монолог, в котором он расскажет о белом пространстве, мире снов, побеге Сани от реальности, появлению Амори как персонажа, черном пространстве и о том, что только Сани может спасти его же сознание. Много инфы, да? В общем, он нам все это рассказывает, но из-за того, что он появляется в середине игры, мы, как игроки, которые играют впервые, мало чего поймем. И, покрутив пальцем у виска, заберем появившуюся после него клавишу и с обидой выйдем.
кто он такой по сюжету, не совсем ясно. Но по факту он один из NPC, которые знают о мире снов. Как Карайл и Хранитель замка. Пару раз за игру можно увидеть фото кого-то знакомого. Судя по реальному миру, такие фото ставят умершим людям. Какой знакомый человек Санни умирал? Вот-вот. В пути одиночки мистер Хангри Шарк выдает вам чек на 1 миллион гребешков. Скормив его Хамфри, вы сможете в него зайти. Там вас будет ждать ведьмы и душечки, у которых можно взять квест и подраться соответственно. Выполнив квест у Медузы, вы получите зелье, которое поменяет гендер Амори, и он станет девочкой. Эффект работает только под водой и пропадает, как только вы посмотрите в зеркало или начнете битву. Применения у этого нет. Отсылает нас на то, что по начальной задумке мы могли выбрать пол ГГ, но от задумки отказались, а спрайт решили не выбрасывать. Более того, есть концепт арта диалогового окна этого персонажа. Правда, только на бумаге. Во время боя с Келлом он может использовать вышеупомянутую тактику против нас. Амори может испытывать все эмоции в игре, кроме страха. Весь страх испытывает Санни. Однако в демо-версии 2018 года можно увидеть, как он в ужасе. К тому же это можно увидеть при битве с Мари в консольной версии игры. Происходит это, когда она... Фан-мод, рассказывающий жизнь Санни после хорошей концовки. Я в него не играл, но говорят, что это лучший мод по Амори на данный момент. До сих пор вышло 3 главы, вроде как готовится 4-я, но я ничего не могу сказать точно, как и, наверное, автор самого мода. Возможно, я чего-то не понимаю, но, по-моему, все очевидно. Санни медленно сходит с ума от вечных мыслей о том, что он неправильно поступил. И в конечном итоге, либо уезжает за город с теми же страхами, либо кокается. Очень грустно, но логично, что если продолжать не принимать себя и жить в вечном страхе и самоотторжении, то это вполне возможно. Это Бэзил плюс Амори. Идем дальше. На официальном канале Омакет можно увидеть видео со старым геймплеем, в котором мы можем увидеть, что в целом персонажи внешне не изменились, однако их контур стал менее жирным и стал более эстетичным. Вообще в этом видео куча вырезанного контента, я вернусь к нему уровнями ниже. Теория, судя по которой Черное пространство 2 это показ всех тех вещей, от которых Санни убегал. И, кстати, не обязательно после смерти Мари, а в целом. В целом я с ней согласен. Персонаж Амори появился задолго до появления игры. Он был разработан Омакет в 2011 году. Впервые его можно увидеть в интернет-комиксе Амори Бой, который рассказывает нам о неком Амори, который является хиканом, сидит в своей белой комнате, фапает и рефлексирует. Этот персонаж никак не связан с Санни и является самостоятельной личностью. Очень интересное чтиво, дико странное, но вайбовое. Можете почитать на одноименном с этим пунктом сайте. Самое сильное оружие Обри в мире снов, которое можно найти в одном из щупалец после победы над Абби. Да, это шип Обри и Келла, ура. Да хватит, что за издевательство над персонажем? Почему везде эти сраные шипы? Может хватит, а? Название 69-го трека в плейлисте Амори называется Pranked. То бишь, нас пранканули этим ехидным треком. Причина этому то, что 69 очень смешное число. В первоначальной задумке у Келла, Хира и Обри должны были быть соответствующие звуки при разговоре с ними. Однако от идеи быстро отказались, видимо потому что это немного бесит. Как вы можете слышать, Келл говорит «йоу», что весьма клево. Свэг. Пару пунктов ранее упоминалась та самая красинка, где по всему видимому изображена Мари. Так вот, в одной из комнат на свалке в большинстве случаев на нас выпрыгнет что-то, которое еще больше дает понять, что на фото Мари, так как символизирует страх с ней связанный.
очень активный человек из фандома Амори. Я не смог найти слишком много информации о нем, так как его забанили на официальной теме по Амори на Reddit. Однако, судя по всему, он, невероятно много комментариев оставил на все про все. Что-то вроде альтернативной вселенной. Undertale привет, где Мари убивает Санни, а не наоборот. В разработке была полноценная игра, но 3 августа 2024 года ее полностью отменили. Хорошо это или плохо, решать вам. Возможно, мы лишились Undertale Yellow 2. Stop AAPI Hate — это организация по борьбе с расизмом по отношению к людям азиатского происхождения на территории штатов. Омакет решил присоединиться к этому течению и создала страничку на Tiltify. Это такой сайт для собирания донатов. И дала возможность задонатить ответы на всякие вопросы, связанные с Амори. Также во время ивента Бо Эн провел стрим на 6 часов, где занимался контентом, связанным с игрой, и лутал донаты, которые отправлялись все в ту же организацию. Если у вас вдруг есть знания английского языка и 6 часов свободного времени, то можете посмотреть. Очень интересный стрим был. Как нам известно, первый трейлер и страницы на Кикстартере Амори появились в 2014 году, и разрабатывали ее 6 лет. Обычно, когда игру разрабатывают, то слышны обновления о ней, и автор поддерживает связь с его спонсорами. Однако на этот раз обратной связи было очень мало. Так что следующий трейлер вышел только в 2017 году, через 3 года тишины. Хотя стоит понимать, что игра очень большая, и учитывая, что ее разрабатывала относительно маленькая команда, то неудивительно, что был производительный ад, и команде Омакет было трудно все успеть. Тем не менее, хейт был довольно активным со стороны донатеров, но он прекратился в момент выхода игры. Get of Balloons — это термин, обозначающий гифку, где два мужика сосутся. В нашем случае Санни и Безил. Осуждаю. Reddit с мемами по Амори. Да, по большей части мемы по игре тусуют где-то здесь, а иногда тут попадаются бриллианты. Сейчас этот паблик в умирающем состоянии, но даже сейчас тут появляются мемы. Очень сложная теория, в которой я не до конца разобрался, но я попробую. Итак, на протяжении игры... сейчас попью водички. Итак, на протяжении игры мы можем видеть черно-белый дух Мари, который с нами не говорит, но появляется тут и там. В последний день в мире снов, когда никого не будет видно, Мари пойдет с нами плыть на север, после чего она с нами говорит у окна и превращается в того самого призрака, сказав, что она думает, что мы забыли что-то очень важное, очевидно намекая на саму себя. Так вот, из-за того, что это единственный раз, когда Мари в принципе выходит из своего пикника, мы можем сделать вывод, что в этот период времени мы имеем дело с персонажем призрака Мари, который олицетворяет не живую Мари со времен, когда все было хорошо, а уже мертвую Мари. Мы можем увидеть, как призрак Мари играет на пианино предпоследнюю ночь, что опять же дает понять, что это отдельный персонаж, не связанный с Мари из мира снов. Можно предположить, что это прямо физическая сущность, но мне скорее кажется, что это очередная галлюцинация Санни, в которой Мари, по его мнению, его прощает за его ужасный поступок. То есть, по факту, призрак Мари — это как обратная сторона чего-то, которое, в отличие от призрака, не прощает, а отторгает Санни. Надеюсь, вы поняли мою мысль и у вас не потек мозг. В общем, призрак Мари — это не Мари из мира снов. Вот так вот. Пожалуй, самая секретная комната во всей игре, поэтому слушайте внимательно. Комната доступна только если вы открыли дверь Келлу. Для того, чтобы в нее попасть, вам придется зайти в эту комнату в черном пространстве. После того, как вы получите ключ, вам предстоит подождать 143 секунды, услышав много раз фразу «Я люблю тебя». Запомните, это число означает эту фразу. После этого вы сможете спрыгнуть с обрыва. Прыгаем и попадаем в черное пространство 2. Находим вот этот дом и входим в него. Нас будет ждать жуткий лабиринт, в конце которого будет водоем, переплыв который мы найдем дверь в ту самую комнату. Сама комната представляет из себя дом Санни, только темный и самую малость измененный.
По мере продвижения по комнате нас будут сопровождать глюки и шум. Это нормально, все-таки должно быть. Каждая комната слегка отличается. Например, в уборной нет зеркал, а в комнату мамы ведет коридор. Зайдя в комнату с пианино, очень плохо, но можно увидеть наших друзей и пикник Мари со спуском вниз. Обри нам говорит, что она их игнорирует, и что нам стоит попробовать с ней поговорить. Кел говорит, что не может быть пикника без Мари. А Хира говорит, что ее давно не было дома, и что ей нужно немного места, чтобы прийти в себя. Спустившись вниз, мы увидим дверь, за которой молча стоит Мари. Нам дают выбор открыть дверь, после чего будет анимация открытия двери, как в первой ночи, но вместо Мари мы там увидим красное пространство. Зайдя в него, мы очутимся в коридоре, посреди которого будет пень, на котором венок Безила, а возле воткнутый в землю нож. А хотя нет, это не коридор, а большая комната, где десятки таких пней, с несколько измененными положениями ножа и венка. Где-то их по многу, а где-то нет вовсе. В конечном итоге нам ничего не остается, кроме того, как перезайти в комнату и оказаться снова у себя дома. Если же мы не откроем дверь, на нас выпрыгнет скример жуткой Мари, и она погонится за Амбори. Когда она вас поймает, то вы обратно телепортнетесь в комнату из темного пространства. В мире снов Хиро выделяется своей красотой и харизмой. Однако в реальном мире мы видим, что он не совсем вписывается под эти качества. Он не смог отказать маме, и чтобы Обри открыла ему дверь. Что порождает мысль о том, что Хиро такой идеальный и обаятельный только в голове Санни. Это некий образ, который породил разум 12-летнего ребенка. Из-за того, что Хиро был самым старшим и ответственным в компании. В черном пространстве 2, которое открывается в последний день в пути одиночки, есть комната под названием Потерянный лес, которая представляет из себя лабиринт в лесу. Там много всякой жути и шизы, но нас интересует только одна комната, а именно та, где находится большая игровая площадка с множеством голов Амори в виде домиков. Войдя в крайнюю левую голову Амори, мы попадем в секретную комнату, где Амори лежит в кровати, а над ним возвышается жуткая Мари. Выйдя из комнаты, мы активируем события темных полароидов. Сейчас в конце каждой комнаты в темном лесу нас будет ждать жуткий полароид. Вот все их варианты. Эх, очень рада, что посреди всей этой жути находятся милые безобидные факты. В магазине разработчиков можно купить Дакимагуру в виде душечки. Идеально подходит для тех, кто хотят быть как вот этот пацан. А сейчас возвращаемся к шуте. Комната с вагонеткой в лесу пауков. Что это делает так низ? В потерянном лесу можно найти комнату с вечно катающейся вагонеткой. Попасть туда можно, пройти через водопад. Вагонетка сбивает вечно появляющихся на рельсах маленьких ужасов. Рельсы образуют круг, посреди которого можно увидеть криповые лица. В нижней части комнаты есть пруд, смотря в который Амори что-то увидит. Отражение меняется с каждым входом в комнату. Большая часть фраз относится к Санне, однако фраза «руби дерево», к примеру, явно относится к отцу Санни, который руби дерево, на котором Мари и была. Того самого. Неиспользуемый файл в папке игры. Сейчас я вам покажу, что там. Повторяющееся число на протяжении всей игры. Его можно видеть в качестве урона от конкретных персонажей, а также в файлах игры. Число 143 означает фразу «Я люблю тебя». Почему? Фраза I love you состоит из 3 слов, в каждой по 1, 4 и 3 буквам соответственно. Особенно широко использовалось в 90-е, когда каждый символ в смс-ке был на счету. В игре мы обычно встречаем это число возле Мари и незнакомца. Оно означает в этом контексте сердечную любовь Санни к Мари, даже после инцидента. Существует такой очень известный ютубер, MadPat, более известный под псевдонимом Game Theory. Так вот, он проходил Амори на стриме, а ему там постоянно писали спойлеры и указывали, как ему надо проходить игру. Из-за этого у него подгорело, и он решил перестать разбирать теории по ней, что до этого активно делал. Как мы знаем, Хиро это не имя, а лишь псевдоним в честь любимого бутика пацана. В одном из стримов, которые в некоторый период времени были обыденностью у Омакэт, она сказала, что Хиро на самом деле зовут
Генри. Опять же, если у вас есть лишние 2 часа и знания английского, то you are welcome. Мне не платили, игра говна. Когда мы встречаем рабодушечку, она нам говорит тарабарщину в виде символов. Так вот, это не тарабарщина, а зашифрованный код, который можно расшифровать следующим образом. Что это за чувство, которое я никогда раньше не испытывал? Внутри меня все тепло и пушисто. Я хочу объятий. Пожалуйста, обними меня. Мне нужна ласка и любовь. Нет, пожалуйста, это недоразумение. Я просто хочу быть твоим другом. Или может, больше? Мне здесь так одиноко. Мне нужно отправиться куда-нибудь еще, чтобы найти свою вторую половинку и жить долго и счастливо. Ух. Вот так вот, она просто хотела любви и ласки, но никто ее не понял. Секретный и очень жуткий NPC, которого можно встретить в одной из локаций Черного пространства 2, а именно в Бесконечном лесу. Там будет комната с коридором, которая постоянно уменьшается. В конце коридора будет так называемая очень маленькая комната, где вас будет ждать это чудище. Он будет просто тихо наблюдать за вами, ничего не сказав. Его также можно наблюдать в блокноте в Черном пространстве, где он стоит перед Амори на кровати. Существует теория, что он олицетворяет чумного доктора из-за внешнего сходства, а чумных докторов люди видели прямо перед смертью. А как мы видим, в некоторых вариантах концовки одиночки Санни умирает. Вот такой вот жуткий прикол. Увы, я так и не смог найти достоверной информации. Но, судя по всему, это название того странного звука во время боя с Амори. В одной из комнат в темном пространстве можно увидеть множество друзей, правда без лиц. Если отдалить карту и убрать задний фон, то мы увидим фразу «Kill me». Вот такая вот пасхалочка. У Амори есть свой сайт amorigame.com, в котором помимо мерча и всякой инфы, справа внизу есть маленькое белое пространство. Открыв дверь, у нас начнется серия мини-квестов по всем основным локациям игры. В каждом таком квесте мы увидим уникальные снимки, которые можно увидеть прямо здесь. Все абсолютно бесплатно и очень круто. Я уже упомянул выше об Абби. Эта темная сущность является мудрейшей, которую заточили тонуть в бездне, и которая очень боится и не уверена в себе. Внешне она похожа на Амори, но существует теория, что ее корни идут еще с того самого комикса про Амори Боя. Не совсем объяснено почему, чисто из-за внешности, а может быть и нет, узнаете глубже. В забытой библиотеке под клавишей L существует комната с 2 кассетами – Амори и Безила. Выбрав одну, вторая пропадет. Выбрав кассету Амори, мы увидим, как он с пустым взглядом играет на пианино. Выбрав же Безила, мы увидим, как он сидит в темноте и с ужасом смотрит на нас. Судя по освещению, он находится в своем туалете, и скорее всего он видит нечто за нашей спиной. Одна из комнат в темном пространстве 2 называется «Прогулка по облакам». Пройдя в самый низ, мы найдем лежащего в коробке Амолли, который очень голоден, а перед ним миска с... Амолли — это Амори, только растекрот, а также единственный персонаж из Черного пространства 2 на постерах игры. Чтобы его накормить, идем в правую часть карты и находим Луми. Не спрашивайте, я не знаю, кто это, но он хочет похвастаться своей скоростью. И пойдет за нами. Взаимодействовав с ним, он пропадет, открыв доступ к унитазу. Войдя в него, мы попадем в бассейн денег с килмом в нем. Подойдя к бассейну, мы получим $20. Это и будет прикормка для Амоли. Кормим его, и он пропадает. Больше о нем ничего не известно. Что ж, это первый пункт, где я не нашел никакой информации, разве что вот этот мем и вот этот кавер. Отлично. В пути одиночки за место Мари в последнем дне нас встречает Кел, и мы без каких-либо душевных разговоров пойдем в казино.
Что он там забыл? Ну, в этом пути Санни совсем забывается и убегает от правды. Таким образом, что Мария даже не приходит к нему в голову, как и правда. Поэтому он продолжает быть в своем воображаемом мирке и дальше. Сразу же вспомнив своих друзей из детства, а не сестру из настоящего. Если это вообще корректно назвать настоящим. Автор решил похвастаться, что он сейчас тоже часть комьюнити. Это удобный момент сказать, что я не собираюсь зацикливаться на этой игре. Впереди еще много айсбергов, но все зависит от вашего актива, конечно же. Есть такой западный ютубер по Майнкрафту, Ренбу. Так вот, он однажды решил поиграть в Аморе на стриме, но из-за того, что его фанатам было по 10 лет, они не захотели это смотреть, им это было неинтересно. Впоследствии развился срач, а сам стример решил закрыть тему и не играть в игру, так как когда он угрожает Ома Кэт, это уже ни в какие рамки. Несмотря на это безобразие, 1,5 года назад Ренбу таки прошел игру, за что респект. Неиспользуемый файл. Картинка, на которой изображен Санни в своей постели. Судя по названию файла, он что-то понял. Посмею предположить, что это изображение должно было появиться ближе к концу игры, перед боем с Амори. Или, может быть, перед смертью Санни. По словам мамули, любимая еда Санни — это стейк. Любимая еда ГГ из Earthbound — также стейк. Это все. На ранних стадиях игры Мари должна была быть принцессой мороженого. Что конкретно это означает, непонятно, но стоило Ома Кэт это сказать, как тут же появились фан-арты по этой теме. Именно эта надпись появится, когда вы подойдете к смайлику в апельсиновом оазисе. Однако, если задуматься о том, что ты сделал... В комнате Космо Бойфренда есть пианино, а точнее синтезатор. Как я думал до этого, есть только одна мелодия, и это только вот это. Тема белого пространства. Однако каждый персонаж играет свою тему. Обри сыграет тему соседней комнаты. Кео сыграет тему Плутона. А Хиро сыграет ту самую мелодию, которую он будет играть на пианино, когда он будет горевать по Мари. Очевидно, что Санни никак не мог услышать это прежде. Поэтому по факту это предсказание будущего. Вот такая вот деталь. Да, по изначальной задумке обладатель пианино был трансом. Но, слава богу, от этой идеи отказались. А то повесточка бы смачно все испортила. Единственное, что я нашел, это официальный арт Ома Кэт, в котором Мэверик изображен в виде короля, а Энджел как прислуга. Мэверик ему протягивает бакс. Ну, что тут скажешь, такие вот у них взаимоотношения. Не будет. Почему-то у мамы Санни существуют симпы в интернете, которые рисуют непристойные арты и всячески боготворят. Ну что уж поделать, интернет есть интернет. В самом конце игры, заканчивая путешествие Санни, по его созданию мы собираем фото, на которых видно, что произошло в тот роковой день. Почти все это знают, но вот мало кто знает, что у этих фото есть описание о файлах игры.
Существует одна проблема с именами главных героев. Кев — это сокращение от Келси. Хира — это Генри, а вот дальше непонятно. Сани — это женское имя. Вы, возможно, знаете несколько таких. На русском это Соня, София. А вот Обри — это мужское имя. Сокращение от Ауберджин, что на французском означает баклажан. Кроме того, что это очень странно назвать свою дочь баклажан, так еще это мужское имя — бедовага. Не мудрено, что у нее были трудности с общением. Возможно, в этом пункте также упоминается то, что в старых спрайтах был вариант, где Обри синеволосый пацан, а Санни девушка. Но история с именами тоже интересная. Первоначально Бейзил должен был выглядеть вот так, а звать его должны были Роуэн. Видимо, из-за сходства с ГГ его решили изменить на всеми нелюбимого Бейзила. Боуэн — это старший брат великого Маврика, который очень похож на хлебоблизнеца. Узнать его имя можно, поиграв в прятки с ним и его сестрой Дафной в доме Майкла. После игры Боуэн скажет, что Майкл с ними не играет, ибо пацаны не поймут. А если у вас есть ручной камень, то Дафна назовет имя своего братца — Боуэн. Имя является омажем на одного из композиторов — Бо-Эн. Дойдя до 6-й фазы боя с Амори, что в принципе почти невозможно, мы увидим очень жуткий силуэт позади Амори. До версии 1.07 существовал баг с прокисшим молоком. Во время боя мы могли дать попить молочка врагу, что снимало у него половину здоровья. Работало даже на боссах, однако спустя 1,5 года все пофиксили. Существует теория, судя по которой Обри в начале игры хотела сказать, что у Кева есть родинка на попе. Однако, возможно, это просто вброс. К сожалению, Омакэт не дает комментариев по этому поводу, и всему комьюнити придется гадать. Я не упомянул, что счетчик ВТФ влияет на еще одно событие — появление папочки в начале леса светлячков. Однако это событие невозможно увидеть, так как он там появляется только в первый день, когда вы никак не попадете туда. Он не имеет никаких диалогов и просто немедленно исчезнет при попытке разговора с ним. Если ваш ВТФ счетчик выше 3, то в затерянном лесу можно увидеть это. Если ваш счетчик ВТФ выше 6, вы увидите синюю девочку в локации пляжа, когда вы будете гулять по черному пространству. При попытке диалога она скажет: «Не разговаривай со мной». Больше о ней ничего не известно. Slime Girls — это псевдоним коллектива, который работал над некоторыми саундтреками к игре. Однажды один из членов группы, а именно Педро Сильва, решил признаться, что совершил физическое и психологическое насилие над своими бывшими сексуальными партнерами. Из-за того, что он не имел какой-то особенной популярности, дело замели, и это никуда не продолжилось. Однако Омакэт решила молча убрать все упоминания об Slime Girls на сайте среди разработчиков игры. Скорее всего, из-за этого случая. Альтер — это название саундтрека боя с Амори, а точнее его искаженного варианта. Существует теория, по которой если пошаманить со звуком, то можно получить спор между Мари и Санни, который произошел за несколько моментов перед кончиной первой. Как по мне, это полный бред и додумки фанатов. Это как так называемая транскоммуникация, когда из каких-то скрипов дверей строят диалоги с призраками. К тому же это послание не подтверждено. Изначально страх высоты был страхом темноты, но в последний момент его решили поменять на настоящий вариант. Выглядел он как голова страха высоты, только на весь экран. Он был показан в трейлере 2017 года. С ним можно было сразиться со всеми друзьями, чего сейчас не застал ни один страх. В 2019 году игра уже была почти готова, но вышла на свет в 2020 году, доработавшись до того результата, который мы знаем сегодня. Билд 2019 года считается лост-медией, наверное, на 2020 год, так как сейчас я при первой же ссылке нашел огромный документ на 600 страниц со всеми изменениями за 1 год разработки. Я не больной, поэтому я не буду вам рассказывать о всех изменениях, но я могу показать вам пару иллюстраций не вышедшего контента. Насколько это правда, судите сами, потому что нашел я этот документ у какого-то ноунейма в Reddit. В
комнате под названием «Прогулка по облакам», зайдя в первую дверь справа, можно найти дверь, а за ней 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 герозавр. Это серый спрайт бронтозавра с головой Хира. Подойдя к нему, он спросит нас, доверяем ли мы ему. Наверное, смысл в том, что Амори осознает, что Хира совестно за то, что он с ним перестал общаться, и поэтому тот не уверен, заслуживает ли он доверия в глазах Санни. А динозавр, потому что в этом месте все очень странно. Вам, наверное, знаком этот звук. Так вот, взят он был со старого японского шоу под спонсорством Диснея. В шоу исполнители делали каверы на песни Диснея японскими детишками. Ну и кто-то решил, что вставить вот эту жуть в детское шоу будет хорошей идеей. Как оказалось, Амори — это реальное имя, а точнее фамилия. Правда, она, видимо, очень редкая, но это судя по тому, что я не нашел таких в интернетах. На японском языке у этого имени много значений. Опекун, величавый и большой лес. Также это имя может означать сокращение от слова хикикамори. На румынском это слово означает «убивать», что тоже подходит в контексте игры. То, какое настоящее значение, неизвестно, но скорее всего это хикикамори. В вышеупомянутой темной площадке, что находится в забытом лесу, нет никого, кроме, как ни странно, человека-пиньяты, привязанного к столбу от тизербола. Что он там забыл, непонятно, как и то, что хотел сказать автор этим пунктом. Без комментариев. Музыкальный альбом по мотивам игры. С такой вот красивой обложкой. Альбом написан Уклин и Джон Рэнс. Сори, если неправильно произнес. Рассказывает он нам как бы мысли Мари после смерти касаемо всего случившегося. Вообще очень красиво и круто. Жаль, что не возымело особой огласки. Да так, что в самом дне айсберга. Отчасти оно таки есть, хотя Амори Бой не канон. Поэтому да. Изначально Омакет хотела сделать Амори графическим рассказом, но со временем решила сделать так, чтобы читатель своими пальцами все изучал об этом рассказе. По итогу мы имеем шикарную игру и очень маленький фрагмент веб-комикса. В самом начале производства игры было показано не так много врагов. Один из них был Акула-лед, и как мы можем видеть, он находился в бескрайнем лесу. Я ничего не нашел, есть только вот эта фотка, которая явно из билда 2019 года. Но больше я о ней ничего сказать не могу. Возможно, это вообще мем или что-то в этом роде, но, увы, информации слишком мало. Поэтому радуйтесь, что хоть что-то есть. Неиспользуемая кат-сцена, хотя непонятно, когда и где это должно было происходить. Мы с друзьями играем в карты, как тут приходит Мари и спрашивает нас, как наши дела. Кел жалуется на скуку, на что Мари рассказывает о забытом доме с призраками прямо возле площадки. Мы направляемся в дом Бейзила. По пути пропадает Хира, следом Кел, потом Обри, и мы остаемся наедине с Мари. Оба входят в дом, Мари предлагает сесть перед дырой в полу. Мари говорит, что все вокруг очень хаотично, и мы никогда не успеваем наслаждаться маленькими моментами. После этих слов Амори решает спрыгнуть вниз, но Мари ему не дает и говорит, чтобы берег себя. И что важно, добавила, что не хочет снова его потерять. После этого нам дают возможность пырнуть. Делаем это и оказываемся в той же комнате, только с темнотой и глазами. Сейчас нас ничего не остановит упасть вниз. Любопытно. Я не уверен, о чем тут говорится, но в первом трейлере был торт, о котором ничего не сказано.
на протяжении всей игры, хотя, видимо, по изначальной задумке он должен был как-то фигурировать в сюжете. Во время выхода Амори на консоли было множество всяких картинок. Видимо, в честь этого события одна из картинок вот эта, и она очень сильно похожа на обложку Амори Боя. В файлах игры есть 3 неиспользуемых навыка, все для Амори. Прятаться, враги не могут выбирать Амори целью один ход. Карманник, Амори пытается украсть что-то у врага, непонятно что, но скорее всего конечную награду. Глубокий вдох снимает все эмоции. Если эмоция была второй или третьей стадии, то Амори в придачу восстановит 50% хп. Навыки звучат прикольно и даже канонично. Неясно, почему их не добавили. Вот этот жуткий портрет находится в файлах игры. Представляет он из себя все портреты друзей, смешанных воедино. Уменьшенную версию этого рисунка можно найти в блокноте в черном пространстве. Как и в большинстве RPG от третьего лица, в этой игре существует гличи, которое, по всему видимому, не фиксит ради спидранеров. Один из таких багов — это пропуски диалогов при помощи одновременной поимки и движения. Этим самым вы пропустите анимацию и диалог. Ну, как говорится, не баг, а фича. Существует один официальный скетч, где Кио изображен как так называемая женщина. Учитывая, что это скетч от самой Омакет, то появляются вопросы. Но на них, естественно, отвечают десятки артов от фанатов. Ура! Вообще было много всяких споров, но поговорим о более или менее известном. 11 лет назад, когда Амори только-только начала развиваться, Омакет выпустила мерч, где прищуренный Амори смотрит на нас, а сверху написано «Шота». Что такое шота? Шота — это сексуальное увлечение к молодым мальчикам. Но дело в том, что в 2014 году не существовало такого слова, и это просто совпадение. Думаю, не стоит говорить, что на бедную девушку, фанатку японского языка, обрушилось много хейта, и ей пришлось убрать футболку отовсюду. Как упоминалось ранее, в консольной версии у всех персонажей есть свои границы. Однако, когда мы попадаем в глубинный колодец, персонажи начнут забывать об Эзеле, а его фон пропадет. Одна из первых вариаций Сани, разработанная в 2013 году Омакет. Представляет из себя Амори с ковид-маской и червями вместо мозгов. Есть официальный мерч, но как персонаж он не реализовался. Походу не выдержал ковид, а точнее эболы, если помните такое. После победы над мистером Хэнгри Шарком справа от него появится заклиненный лифт, в который можно будет зайти в последний день, что приведет нас в комнату с домиком на дереве из темного пространства. Попав в сам дом, мы увидим в нем этого самого Уни, с которым нельзя будет поговорить, и он просто будет смотреть на нас, а именно нас, игроков. Так, кто же это такой? Неизвестно. Интересно то, что его можно заметить в первом трейлере игры вместе с Такко и кем-то еще. Возможно, в начале задумки играл какую-то роль в сюжете, а оставили его чисто как пасхалку. Кроме того, в зарисовках врагов можно найти некого пустого друга, который очень похож на Уни, так что он мог бы быть врагом. Ровно так же, как Уни, Такко — это персонаж, который был в первых пиксель-артах главных героев. Ее можно встретить в комнате с пляжем в черном пространстве, но в обычном случае ее там не будет. Дабы ее найти, нам надо будет выйти из глубокого колодца и 4 раза взаимодействовать с ракушкой. Вуаля, вы в комнате с пляжем. Сама Такко неразговорчивая, если вы захотите с ней поговорить, она скажет... В отличие от других бета-персонажей, с ней есть загвоздка, но об этом позже. Это третий персонаж из трейлера. Ее можно найти в комнате черного пространства в районе Амбори. Однако найти ее там можно будет только если вы попали туда через альтернативный путь. Либо через черную машину, которая спавнится в бесконечном шоссе с 10% шансом. Либо через цикличный лес из черного пространства 2. А именно через эту комнату. Опять же, мы о ней ничего не знаем. Разве что то, что она похожа на душечку. Предположительно, именно так она выглядит после проглатывания Хамфри.
Между Амори и портретом Дориана Грея довольно много параллелей. Спокойно, я сам не читал. Суть в том, что у ГГ из книги есть чувствительный друг-художник, которого зовут Безил. В книге Безил часто боготворит ГГ, говоря, что он идеален. Портрет Санни со временем становится все более уродливым из-за всего, что он сделал, как в Дориане. Я могу еще долго продолжать, но совершенно очевидно, что эта книга вдохновила Омакэт. Неиспользованный спрайт Безила с ножом. Ужас. Наверное, мы должны были это увидеть в концовке Безила. Существует спрайт Безила, где он без лица и в негативе. Ужас. Я не нашел ничего по этому запросу. Однако я, скорее всего, знаю, о чем речь. Помните сцену, где Санни играет на скрипке? Так вот, в файлах игры есть точно такая же анимация, но игры Амори. Скорее всего, это просто проверка спрайтов, но, возможно, в начальной задумке Амори сам пользовался скрипкой как оружием. Кто знает. Я ничего не нашел. Я уже упоминал об этом конфликте раньше. Сейчас эту шоту не купить, и вообще факт существования такой фотки тщательно зацензурен. Поэтому, надеюсь, мне не влетит, как и за весь этот ролик. До выхода Амори существовал комикс, который сейчас входит в так называемую Lost Medium. Контент, который утерян навсегда. Все, что сохранилось оттуда, это пару рисунков. И то это все очень намешано. Скорее всего, это каша из разных невышедших комиксов Омакэт. В целях Кикстартера было портировать игру на 3DS и PS Vita. Однако на данный момент портов не существует, хотя обещание и было дано. Это пункт помечен в Lost Media, так что, возможно, единицы таки смогли поиграть в это на этих портах. Но об этом уже никому не известно, помимо них самих. Создателя Айсберга зовут Антонио, и он правда мутит пиксель-арты. Ого. Я не уверен, о каком анонсе идет речь, однако в это число в фейсбуке Омакэт опубликовали следующий пост. Тут написано, что проходила некая выставка мерча Омакэт, где было украдено много товаров, а также товары оттуда начали продавать без лицензии, за высшую цену. В посте указано не покупать ни у кого товар, кроме Омакэт. Эх, жалко даже, вот были эксклюзивные плюшки Кела и Хира, а сейчас они непонятно где, и их подделки можно купить у крокодилов в интернете. Ну, учитывая, что он появляется во многих плакатах, то да. Но я считаю, что лучше бы подошел на эту роль Лонг Сноут. Он фотогеничнее. Ну да. Мадо Цуки — это главная героиня из игры Ями Ники. Игра по настроению похожа на Амори. Она тоже РПГ, и главная героиня тоже гуляет по психоделу в своих снах. Учитывая, что игра вышла за 17 лет до Амори, вполне возможно, что она во многом вдохновила Омакэт в создании Черного пространства 2. Игроки находят много параллелей между играми и очень ждут коллабы, которой, конечно, никогда не будет. У меня несколько вариантов, что это может значить. Фраза Безила, посвященная страху Санни, фраза отца Санни после инцидента. В билде 2019 года Лань в поезде зажимает Амори в угол и говорит держаться подальше. Во всех случаях речь идет о страхах Санни,
предположу, что он очень боится осуждения от окружающих за свой поступок. А фраза, скорее всего, подходит в контексте Лани, так как это вырезанный контент. Предмет, которым вы шантажируете Розу, чтобы получить ложе. Однако в 2018 году было выложено демо-версия игры, где присутствовал черный конверт, но его описание было совершенно другим. Темный конверт, скрывающий еще более темную тайну. Возможно, тут нет ничего такого, а возможно, конверт имел совсем другую цель в игре, нежели мы имеем сейчас. Возможно, вы замечали, как в доме Сани на заднем фоне слышны криповые звуки. Непонятно, что это такое. Автор предполагает, что это плач. Но я где-то слышал, что это, видимо, проблема с записью. То есть просто техническая тема. Сори, что порчу всю крепоту, но вот так вот. Серия фанатских коротких рассказов во вселенной Амори про наших героев написана читабельно и показывает всех как более человечных персонажей, особенно Санни. И да, это не фанфик 18+, хотя тут и есть роман между Санни и Обри. В общем, обоюдненько. Я ничего не нашел. Такко можно увидеть на одной из страниц Амори Боя, но дело в том, что эта страница была вырезана отовсюду. Когда я впервые прочитал комикс, я почти наверняка уверен, что я видел там Такко, но похоже это эффект Манделы. Описание страницы гласит, что здесь слишком темно, а сама Такко на японском говорит, что еще слишком рано. Думаю, не надо объяснять, что еще слишком рано. Вырезанная комната из Черного пространства 2. Все начинается на темной площадке, где мы с Келом и Обри сидим на качелях. Потом ниоткуда появляется Хиро, который почему-то говорит голосом Безила. Мы видим еще одного Хиро сверху. Безил его опасается. Потом мы видим еще раз троих друзей. Обри говорит голосом Безила. Вторые друзья атакуют нас. Безил в панике. Если вы ничего не поняли, то все хорошо. Потом мы появляемся в темной комнате с белыми цветами, маленькими черными сущностями и пнем. Зайдя в пень, мы очутимся в реальном мире, в розовых оттенках. Он пуст помимо деревьев. Зайдя снова в пень, Амори будет стоять на месте. Спасением это кнопка настроек. Мы снова очутимся в том парке. На этот раз мы здесь погуляем и убедимся, что количество пней огромно. Поговорив с каждым, мы увидим кого-то другого, кто молчит. Мы снова можем зайти в центральный пень. На этот раз мы очутимся в красном пространстве. Это то место, где и царствует Амори в плохой концовке. Пройдя наверх, нас окружат красные руки, и мы телепортируемся в лобби. Но это еще не все. Пробуя открыть хоть какую-то дверь, все окажутся закрытыми, и мы не сможем отсюда выбраться. Посмотрев все закрытые двери, нас телепортируют в еще одну комнату с белыми цветами, но на этот раз с домиком на дереве. Пройдя на северо-восток, мы увидим дверь за красной рукой, которая по-любому нас утащит в лобби. Пройдя на северо-запад, мы увидим 9 дверей, зайдя в которые мы очутимся в дороге, похожую на дорогу воспоминаний, только всю в снегу. Она кажется бесконечной, но пробежав на самый верх, мы попадем в огромную комнату с чем-то размытым на заднем фоне. Пройдя еще наверх, мы выйдем опять в черную комнату, и тут заканчивается контент комнаты 99 букв. Что все это значит, вам решать. Но обидно, что такое количество психоделического контента было просто выброшено. Но файлы хранят в себе весь мусор. Очевидно, что за все время существования студии множество мошенников пытались нажиться на ее деятельности. Один из случаев мы уже разобрали. Страшно представить, сколько труда и сил ушли не туда, в то время как кто-то нелегально продает за полцены, а то и за двойную цену. Очевидно, случаев очень много,
Но на самом деле это одно из худших, что могут сделать члены этого комьюнити. Не делайте так. Как и Санни, у Бейзила тоже страх обрел свою физическую форму, и у него это выглядит немного иначе, чем у Санни. У него он основан на теле Мари внизу ступенек. Мы его можем увидеть, когда Бейзил сходит с ума в уборной, а также в церкви в черном пространстве. Видимо, Бейзилу хуже досталось, так как его страх буквально пожирает его изнутри, в то время как страх Санни просто осудительно наблюдает. Еще то, что страх Бейзила так близко к нему, означает, что он вполне вероятно хочет сделать то же, что и мы в концовке с ножом, что мы видим в нейтральной концовке. В отличие от Санни, Бейзил обожает Тофу, а Тофу предостаточный в мире снов. Это означает, что как Санни не пытается потерять Бейзила в своей голове, он помнит такую, кажется, неважную деталь, а исходя из того, что Тофу так много, ему еще долго придется помнить Бейзила. Если мы убьем Абби, то мы получим ее глаз, который понизит наш сок на 99%, а здоровье на 90%. Абби была последним персонажем, кто помнил о нашем поступке, и убив Абби, мы убьем их единственную надежду на принятие себя. Она теряет глаз, а мы теряем разум. Существует теория, судя по которой 3 бета-персонажа это мудрейшие, а именно Такко это Абби, Мейдо это Хамфри, а Унни, также известный как Пустой Друг, это Большой Желтый Кот. Почему? Такко, так же как и Абби, имеет щупальца. Судя по комиксу о море боя, она не хочет, чтобы Амори умер, в нашем случае не признав истину о Мари. Абби запрятана, найти ее можно только в пути одиночки в пустоте, и то после всех клавиш. То есть Амори просто-напросто мог бы ее пропустить, поэтому у Такко вопросительный знак на лице. К тому же Такко находится на пляже, у воды, в то время как Абби под водой. Вода — это связующее. Мейдо — это Хамфри, из-за ее дьявольской улыбки. Это буквально единственный спрайт, который постоянно улыбается, прямо как наш кит. А Унни — это Большой Желтый Кот, потому что они оба не говорят, а тщательно наблюдают за нами. Оба находятся в домике на дереве, только один в глючной версии, а другой в нормальной. А почему все эти существа такие гуманоидные? Дело в том, что в самом начале Амори придумал себе существ человекоподобных, которые будут жить вместе с ним, каждый выполняя свою функцию. Однако со временем Амори придумал мир снов, который очень красочный и странный, и ему пришлось их превратить в подходящих существ, которые подходят под местный антураж. Это всего лишь теория, но она очень хорошо объясняет смысл существования этих сущностей. Ну что ж, мы с головой погрузились в эту замечательную вселенную Амори. И после всего этого нам просто необходимо признать то, как бы нам ни хотелось, история полностью завершена, и банально нету места для продолжения. Санни выбрал свой путь. Какой он на самом деле, решать вам. Я хочу верить, что он смог побороть свой страх и рассказал друзьям всю правду. Это, конечно, сложно назвать хэппи-эндом, но это меньшее из зол. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи и сладких снов!